С появлением цифровой техники в первое время показалось, что проблема с хранением фотографий решена. Больше не нужно их распечатывать в таком количестве, не нужно хранить пленки, фотоальбомы. Но не тут-то было. Мы получили возможность сделать несметное количество фотографий, но мышление-то у нас осталось старое, и удалять лишнее все еще жалко. И поэтому мы накапливаем их в таком количестве, что переводить просто невозможно. Кроме того, они все-таки занимают место на диске, в облачном хранилище, в телефоне. С последним дела обстоят особенно остро, поэтому я хочу вам сегодня показать на своем примере, как я расправляюсь со своими фотографиями и видео в телефоне, как организовываю их и, главное, как удаляю для того, чтобы перехитрить вот это свое жалко. Итак, вот у нас насобиралось в телефоне несколько сотен фотографий, а может быть и 1000. И как делают многие? Листают фотографию за фотографией и над каждой из них раздумывают, удалить или оставить. И тут начинается вот это вот жалко, особенно когда есть 5-10 удачных, но абсолютно однотипных фотографий, которые были сделаны в течение буквально нескольких минут. Они ничем принципиально друг от друга не отличаются, просто случайно оказались все удачными. И ты вот умом понимаешь, что нужно оставить только одну, но рука не поднимается удалить качественную, хорошую, удачную фотографию. И таким образом сквозь страдания удаляется только часть фотографий и при этом еще и поштучно. Можно нажать, конечно, на «Выбрать все» и отжать только удачные, но в миниатюре плохо видно, все равно хочется рассмотреть все поподробнее. Вот и получается, что если в галерее, допустим, 1000 фотографий, а нам нужно оставить около сотни самых удачных, то нам надо 900 раз принять решение удалить и сделать это. Это и морально сложно, и время затратно. Поэтому что мы делаем? Откладываем на потом. А потом фотографий становится еще больше, и все это продолжается до тех пор, пока телефон не скажет нам, что памяти больше нет, и надо что-то срочно решать. И после зачистки у нас все равно остается 100 фотографий, потом к ним добавятся новые, и мы опять будем их перебирать. Поэтому в идеале их нужно еще и распределить сразу же по папочкам, для того, чтобы они не смешивались с новыми. И это тоже займет дополнительное время. Как это делаю я? Во-первых, сначала нужно создать несколько тематических папок с понятными названиями. Например, отпуск, день рождения, ребенок. В общем, так, чтобы вы потом могли легко находить нужные фотографии, не роясь по полчаса в общей куче. У меня, например, есть отдельная папка, в которую я скидываю фото для Инстаграма, отдельная папка с названием ролика, который в процессе съемки, и папка с названием «Не стирать». В нее я отправляю фото, видео, скриншоты, которые мне нужны временно. Я не собираюсь их хранить всю жизнь, оставлять на память, скидывать в облако. Просто по какой-то причине от них вот сейчас еще пока нельзя избавиться. И для того, чтобы их случайно не удалить, я таким образом их выделяю из общей кучи. И вот, когда я пролистываю общую массу фотографий, то я ничего в процессе не удаляю. Я только переношу самые-самые удачные фото и видео в эти папочки, сразу по ходу сортируя. Получается, что я таким образом произвожу намного меньше манипуляций. У меня, например, фотографий на удаление всегда намного больше, чем фотографий на сохранение. После того, как я однажды разобрала фотографии за всю свою жизнь, я дала себе слово, что этого больше не повторится, и с тех пор сохраняю буквально самый минимум. Ну вот действительно, после отпуска, после фотосессии особенно остается куча однотипных фотографий. Ну и пусть даже они удачные, ну что с ними делать в таком количестве? И вот таким образом, после того, как я вытащила из общей кучи только самые-самые лучшие фотографии, у меня остались в папке только ненужные фото и видео. И набравшись храбрости, я удаляю эту папку целиком, за раз, в одно нажатие. Можно это сделать не сразу, а через некоторое время, когда эмоции поутихнут, и ты забудешь вообще, какие там были фотографии, просто будешь знать, что там уже все отфильтровано, там остался только мусор.
Или можно просто скинуть в корзину, и после окончания срока хранения файлов все фотографии будут удалены автоматически, без моего участия, я даже уже и не вспомню об этом. Но так удалять намного легче. Знаю, что если там в случае чего, если я вдруг что-то там в попыхах случайно не то удалила, то это можно будет еще восстановить. Ну, это, конечно, в том случае, если есть корзина в телефоне. В общем, основной смысл такой: не рассматривать каждую фотографию на предмет того, удачная она или неудачная, удалить ее или не удалить, а выбирать только самые лучшие, только те, которые вы могли бы в рамочку поставить, в соцсети выложить или в альбом вклеить. Вот вы же не будете вклеивать в альбом 150 похожих фотографий например, из одного отпуска. Вы выберете несколько фотографий из экскурсий, несколько с пляжа, может быть, там какую-то фотографию, где вся семья в сборе, где дети веселятся, играют. Ну, то есть по одной-две фотографии с какого-то мероприятия, из какого-то памятного дня, которые вам напоминают про какое-то событие. Так, кстати, и обычные вещи тоже удобно расхламлять, если надо по-быстрому, особенно если это категории, в которых много мелочевки, косметика, например, или канцтовары, чтобы не ковыряться там долго и не разглядывать каждый тюбик и каждый карандашик. Просто вытаскиваем из общей кучи то, чем пользуемся регулярно, а от всего остального избавляемся без разбора. Так, теперь куда девать эти фотографии и видео, которые остались, для того, чтобы они не занимали память в телефоне? Ну, здесь есть два варианта. Либо отправить их в облачное хранилище, либо на внешний носитель. Особо какие-то важные, ценные файлы можно продублировать. Даже нужно продублировать. Карты памяти я, например, не использую как-то для хранения. Они у нас вечно кочуют из фотоаппарата в фотоаппарат, из телефона в телефон. Я храню много всего на флешках или на жестком диске. Хотя они, честно говоря, выходят из строя. У нас такое уже случалось. Ну, я думаю, что можно было файлы все восстановить. Просто у нас не было такой необходимости, потому что вся информация была продублирована. Для того, чтобы быстро скидывать файлы на флешку или на жесткий диск за один шаг, у меня есть вот такой переходник для телефона. Он у меня шел в комплекте к телефону, но такие переходники продаются отдельно. Может, кто-то о них не знал, присмотритесь, это очень удобно. А в качестве облачного хранилища я выбрала Google Фото. Для одного аккаунта здесь дается 15 гигабайт бесплатно. Если не хватает и не хочется переходить на платную версию, то можно создать еще один аккаунт или включить сжатие файлов, чтобы хранить много фото и видео, но с меньшим качеством. Я создаю здесь тематические альбомы и раскладываю фотографии сразу же по этим альбомам. По датам, по месяцам, по годам я не вижу смысла раскладывать фотографии. Я думаю, в любом абсолютно хранилище есть возможность поиска и сортировки файлов по датам. Google Фото еще раскладывает файлы самостоятельно по местам и по тематикам, но мне это не очень подходит. Я все-таки сама раскладываю все по своим альбомам. Очень удобно, когда в облачном хранилище есть возможность совместного доступа. Вот мы, например, с мужем предоставили друг другу доступ к своим библиотекам, и если мне нужна какая-то фотография или какое-то видео, которое было снято на его телефон, которое находится в его хранилище, то я его не дергаю, а просто захожу к нему в библиотеку и скачиваю. Ну и самый главный мой совет – это взять себе за привычку после каждого события, фотосессии, отпуска, сразу же по горячим следам разобрать фотографии, пока их немного, выбрать несколько лучших, отправить их в соответствующую папку в облаке и очистить память телефона. Это займет совсем немного времени, если делать это не откладывая и не накапливая. Все, надеюсь, было полезно, и даже если вы ничего принципиально нового в этом ролике для себя не нашли, то хотя бы получили такой мотивационный пинок и освободили как минимум несколько гигабайт в своем телефоне. Спасибо вам за внимание, до встречи!